Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблиц в сервис SMS-рассылок SMS Club. Это нужно, чтобы передавать данные из Google таблиц в другие системы. Например, вы сможете настроить SMS-рассылку через сервис SMS Club при появлении новой строки в Google таблице. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Далее необходимо выбрать действие «Загрузить строки новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых вы хотите выгружать новые данные. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» вам необходимо указать номер строки, с которой вы хотите начать загрузку. Например, если у вас в таблице находится 1000 строк и вы не хотите все их передавать, то в этом поле вам необходимо указать цифру 999. В данном случае у меня в таблице находится 2 строки, поэтому я в этом поле укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные из вашей строки, с которой решили начать загрузку. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем SMS Club. Далее необходимо указать действие «Отправить SMS». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт SMS Club к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать токен. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет SMS Club. Далее необходимо перейти к настройкам профиля. На этом этапе вам необходимо скопировать токен и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Обратите внимание, что копировать нужно без пробелов. После того, как необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать имя отправителя. Обратите внимание, что оно у вас должно быть предварительно зарегистрировано в сервисе SMS Club. Для того, чтобы зарегистрировать имя отправителя, вам необходимо обратиться в службу поддержки SMS Club. Далее вам необходимо заполнить поле «Получатель». В этом поле вам необходимо указать колонку из Google таблицы, в которой у вас содержится номер телефона клиента, на который вы хотите отправлять SMS-рассылки. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Далее вам необходимо составить сообщение. Вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в SMS Club для рассылки при каждой новой строке из Google таблиц. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в SMS Club». После успешной отправки переходим в SMS Club и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных SMS Club успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!